Когда твой противник, родной отец, победить сложно и даже невозможно. Ведь это достойный соперник, который знает все твои приемы и даже обучил тебя этому сам. Главная мотивация для нас – это те люди, которые за нас болеют, переживают. Это очень важно. Эта мотивация двигала нас всегда. И после травм, когда мы вообще хотели завершить карьеру, она была связана с поддержкой нашим болельщикам. Ну и я стал уговаривать Хабиба: давай еще раз, последний раз. И нам все удалось. Все это от Всевышнего. Большое спасибо всем. Всей России, все СССР. За все сердце, кто смотрит мои бои, всем по всему миру. Я знаю, в моем городе, в Махачкале, кинотеатр России смотрят 1000 человек мой бой. Пускай здесь в зале они отсутствуют меня, но я знаю, мой народ меня поддерживает. Аллаху Акбар, только вперед! Борьбой Абдулманап Нурмагомедов увлекся еще в юности. Благодаря трудолюбию и упорству стал мастером спорта. В армии занимался дзюдо и самбо. Он разработал собственные приемы, которые впоследствии передал ученикам. Лучшие эксперты разбирают мою технику 3 точек и высвобождение 4-й точки для удара. Я каждый раз придумываю 1-2 новые фишки. Ничего не стоит на месте. В личной копилке Нурмагомедова-старшего немало побед. Он мастер спорта Советского Союза по вольной борьбе, чемпион Украины по дзюдо и самбо. Завершив спортивную карьеру, продолжил работать как тренер. Для меня очень важно движение на ногах, работа руками, бой с тенью, передвижение. Есть такая практика, значит, на лапах, на мяче, на этом работа. Вот в этом моменте видно, как ребенок развивается, какая у него техника. В родном селе Абдулманап открыл спортивный зал, в который вложил все свои силы и средства. За это время он воспитал множество известных бойцов и первого чемпиона UFC из России, своего сына Хабиба Нурмагомедова. Я всегда был строг к ученикам именно в таких ситуациях, когда они высший результат, он стоит нервов, он стоит крови, он стоит всего, но надо держаться. Настолько его мнение было весомым, что и она была оправданным всегда. Мы же, когда его прислушивались к его мнению, всегда получалось очень хорошо, красиво и добротно. Ну, то есть один человек, это был целая машина. Он был и министр спорта, он был и министром по делам национальности. Победы – это у них семейное. Достижения Нурмагомедова-старшего пока никто не превзошел. 18 воспитанников, ставших чемпионами мира по боевому самбо. За это Абдулманап даже попал в книгу рекордов Гиннесса России. Проходит чемпионат мира в Таджикистане по боевому самбо. И там опять мой племянник стал там чемпионом. Это племянник мне рассказывает. Дядя Манап говорит, там как уважают все эти мировые спорты, эти люди, говорят. Все у него интервью берут, говорят, все у него спрашивают, говорят. То есть он практически в мире, он вот это боевому самбо, он дал значимый такой толчок, чтобы молодежь этим занимался. Именно это заслуга Абдулманапа. Честный, строгий и в то же время очень добрый. Как истинный мусульманин, Нурмагомедов-старший постоянно занимался благотворительностью. Помогал людям, не афишируя и не рассказывая об этом на каждом шагу. Принимал участие в жизни жителей высокогорных сел. Проводил для них воду, электричество и газ. Строил мечети и дороги, сажал деревья, организовывал субботники. У нас очень много улиц, чтобы убирать город. Поэтому мне бы хотелось показать вон молодого парня, вон он пример. Вот он главный, вот они, вот задача, чтобы они были готовы принимать вот эстафету от нас и боролись за чистоту. Он очень много уделял внимания по строительству родников. Там, где человек может подойти, выпить воды. Он очень много внимания уделял тому, что он обустраивал парки, он объявлял целые акции по посадке деревьев, по ремонту автодорог. Его не стало летом этого года. Абдулманап Нурмагомедов боролся за жизнь несколько месяцев. Но все по воле Всевышнего. В одном из интервью он сказал, что счастье для него – быть полезным людям. Вот это все должно приносить пользу для общества. Ни в коем образом для себя, и это был негатив для окружающих. Поэтому вот нужно все взвешивать, нужно учиться, нужно нести ценности, которые, значит, несут пользу для общества и в целом для страны.
Прославленный на весь мир, Абдулманап оставался простым человеком, к которому можно было всегда подойти на улице, пообщаться, попросить совета или помощи и всегда получить ее в ответ. Таким он и останется в нашей памяти. Нам неизвестно, сколько человек проживет. Мы должны быть готовы сегодня, завтра, чтобы нас понесли, хоронить. Я принимаю это как должное. Я ее не боюсь, и я знаю, что этому реально, я знаю, что будет конец. И ничего страшного в этом нет. Мы в мир приходим и уходим. Патимат Бурзиева, Рамазан Магомедов, канал Алиф, Дагестан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.